Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Ботания на версии 1.7.10. И сегодня мы рассмотрим раздел Эльфомания в лексике Ботания. Значит, если мы его откроем, то мы увидим только один раздел здесь. Называется портал Эльфхейм. Давайте прочитаем. Значит, много-много лет назад эльфы делили мир вместе с нами, майнкрафтерами. Однако по неизвестным причинам они были изгнаны обратно в свой мир, Эльфхейм. Множество экспериментов было проведено в попытке преодолеть разрыв между двумя мирами. И средства для создания портала в конце концов были найдены. Создание этого портала не будет легкой задачей, так как потребуется довольно много редких ресурсов. Так, давайте посмотрим, что нам потребуется для создания такого портала. Нам потребуется 8 единиц жизни дерева, 3 светящихся жизни дерева, 2 природных пилона, 2 бассейна с маной и ядро эльфийских врат. Значит, если мы нажмем сюда на кнопку Visualize, то мы, соответственно, можем увидеть, как вот эта конструкция должна выглядеть. Это достаточно удобно. Так, ну и давайте пробежимся по, соответственно, элементам для создания такого портала. Так, ну с жизнью дерева мы уже знакомы, да, по прошлому видео. То есть оно делается путем очищения обычного дерева с помощью маргаритки. Светящееся дерево нам, значит, необходимо будет совместить в верстаке жизни дерева со светящейся пылью. А чтобы скрафтить ядро эльфийских врат, нам уже потребуется кусочек террастали. А террасталь мы как раз рассматривали в предыдущем видео, как крафтить. Если не помните, посмотрите. Итак, значит, мы раздобыли террасталь, можем скрафтить такое вот ядро. И еще нам потребуется два таких природных пилона. Так, а для их крафта, опять же, необходимы кусочки террастали, око эндера и пилон маны, который крафтится из 2 слитков моностали, мана алмаза и 2 слитков золота. Итак, значит, собираем, крафтим такие компоненты. Давайте будем теперь создавать портал. Значит, ставим сюда ядро. Так, дальше нам потребуется, жизни дерева, вот так поставить, потом еще жизни дерева. Так, здесь у нас уже светящаяся жизни дерева. Так, еще жизни дерева. Сюда светящаяся поставим. Так. И здесь тоже вот светящаяся должно быть. Так, здесь вроде все правильно. Теперь ставлю бассейны с маной. Так, еще сверху на бассейне я ставлю пилоны. Так, теперь я отключаю визуализацию. Так, и давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот такая вот конструкция. Значит, бассейны с маной мне наполнены. Так, и теперь я беру посох леса и правым кликом по ядру эльфийских врат. Если мы сделали все правильно, то у нас активируется портал. И первым делом, что мы сделаем? Мы возьмем и нашу лексику ботанию, которую мы крафтили путем, значит, соединения книги с каким-нибудь саженцем, да. Вот, если мы наведем сюда Shift, мы увидим, да, что содержит одну школу знаний, знания людей. Если мы теперь кинем лексику ботания в этот портал, мы получаем назад лексику ботания. Вот. Но если мы нажмем Shift, мы теперь увидим, что здесь появились еще знания эльфов. Давайте откроем, посмотрим, что у нас произошло здесь. Такая интересная здесь вводная картинка. Что нам пишут? Значит, поздравляем! Мы заметили, что наш портал открыл связь с другим миром. Это действительно довольно шокирующая новость. Мы благодарим вас за предоставление нам книги знаний вашего мира, чтобы держать нас в курсе всего, что произошло, так как мы оставили этот мир давным-давно. После некоторых дискуссий с Верховным консулом эльфийских садов мы решили объединить усилия. Прочитав вашу лексику ботания, мы обнаружили наличие большого количества ресурсов в вашем мире, которые мы чрезвычайно заинтересованы получить в свои руки, так как они не существуют на наших землях. Связь, которую вы сумели установить, слаба, живые существа не смогут пройти. Однако в этом есть и положительная сторона. Связь проходит сквозь ткань времени обоих наших миров, по пути теряя синхронизацию. Поэтому вы получили вашу книгу обратно так быстро, то есть почти мгновенно. Что касается расхода маны и других магических энергий, у нас большие запасы, так что беспокоиться о закрытии портала с нашей стороны не стоит. Давайте рассмотрим перспективу того, чтобы
обеспечит будущее наших цивилизаций, мы гарантируем, что будем принимать набор нужных нам ресурсов из вашего мира в обмен на ресурсы, которых нет в вашем мире. Вот. Мы взяли на себя смелость и дали задание нашим лучшим писцам собрать большой набор знаний из нашего мира, которым мы готовы поделиться. Вы можете найти эти знания в своей лексике. Надеемся, вы найдете их поучительными, что они поощрят вас использовать наш материал для создания этих уникальных предметов. И это последнее. И последнее, но не менее важное. Имейте в виду, что если вы решите отправить то, чем мы не договаривались торговать, будем считать, что это подарком и оставим его у себя, без дополнительных предупреждений. Мы с нетерпением ждем обмена ресурсами с вами. С уважением, Высший совет эльфийских садов. Вот как здорово. То есть обратите внимание, значит, некоторые предметы, которые мы сюда кидаем, будут возвращаться в качестве обмена. То есть мы будем получать в обмен на какие-то определенные предметы другие ресурсы. Но если этих ресурсов, соответственно, в списке нет, да, то предметы будут просто пропадать. Это тоже надо учитывать, да, если какие-то ресурсы туда кидаете, которые как к обмену не годятся, они будут просто здесь пропадать в портале. Кроме того, да, они там написали, что у них как бы нет проблем с маной, поэтому этот портал с их стороны будет открыт вечно. Но у нас, например, этот портал всегда поглощает ману, поэтому если вам в конкретное время портал этот не нужен, то его лучше сломать. Вот. И потом, когда уже вам потребуется снова там обменять ресурсы, вы его восстанавливаете. Так, давайте посмотрим, что у нас вообще в принципе изменилось, да. Ну, у нас во всех разделах добавили, соответственно, зеленым цветом вот такие вот эльфийские знания, в том числе там и цветках, там, да, которые мы уже ранее рассматривали. Я думаю, еще отдельное видео сниму про именно эльфийские цветы там и так далее. Сейчас давайте посмотрим, какие, собственно, ресурсы нам добавляются. Так, если мы кинем жизнедерево, мы получим древесину мечтаний. Ну, давайте. Значит, кидаем, да, жизнедерево. И взамен получаем такую вот древесину мечтаний. Ну, это скорее декоративный блок. Ну, вроде он тоже где-то в крафтах там используется. Смотрим. Ну, скорее он декоративный. Дальше моноалмаз. Если кинем, мы получим назад камень дракона. Тоже где-то в крафтах он используется активно. Если кидаем жемчуг маны, назад получаем такую вот пыльцу феи. Тоже элемент для крафтов различных. Так, следующее. Значит, здесь нужно кидать уже именно 2 слитка мана ставить. То есть, если мы один кинем, нам ничего не произойдет. Если мы кидаем 2, нам возвращается 1 слиток такого элементаля. Он тоже как элемент для крафта используется. Так, еще, значит, эльфы нам могут вернуть, если мы кинем туда. Так, где тут мана стекло? Мана стекло, да. Эльфы нам возвращает эльфийское стекло. Так, а до кварц также можно кинуть. Они нам вернут такой вот эльфийский кварц. И еще, если мы туда кинем такого демин трутня, то вот этих трутней из мода ботании я расскажу как раз в следующем видео подробно. Мы получаем назад такого красивого эльфийского трутня. Вот, он так интересно переливается. Но про его свойства и про демин трутня, про других пчел в ботании я расскажу в следующем видео подробно. Все, вот собственно, что мы можем получить. Значит, из этого портала, да, ничего мы не забыли. Вот, говорится про то, что можем получить. Так, это мы все посмотрели. Так, это все есть у нас. Все отлично. Ну вот, соответственно, эльфийский трутень. Вот. Так, ну про пчелок, соответственно, в ботании я расскажу в следующем видео. Вот, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Рекомендуйте видео друзьям, в комментариях пишите свои замечания. До следующих сериях. Пока.